Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поговорим с вами о базовом ганаше на белом шоколаде, который используется для выравнивания тортов. С этим ганашем легко работать. После охлаждения он получается достаточно плотным, хорошо переносит жару. И сегодня я вам подробно расскажу, как подготовить торт под этот ганаш, какие выбрать подложки, как торт правильно хранить, чтобы не образовывалась трещин, потому что это частая проблема, поэтому сегодня я вам все очень-очень детально расскажу. И начнем с подложек. Самое главное, чтобы они были очень плотные и не гнулись. Прекрасно подойдут вот такие подложки из толстого оргстекла. Толщина их должна быть не меньше 6 мм, лучше больше. Они, кстати, очень стильно смотрятся. Их можно на заказ сделать. Подойдут прекрасно деревянные подложки. Я обычно использую вот такие подложки толщиной 6 мм. Для небольших тортиков они прекрасно подойдут. Они очень плотные, не гнутся. Если вы будете делать торт большого диаметра или двухъярусный, берите две такие подложки и склеивайте друг с другом двухсторонним скотчем. Итого у вас получится подложка толщиной 12 мм. Вот такие более тоненькие деревянные подложки толщиной 4 мм для данного покрытия, к сожалению, не подойдут, потому что они уже не такие плотненькие и, как вы можете заметить, прогибаются. Торты на этих подложках, к сожалению, могут трескаться. И на всякий случай упомяну вот про эти картонные подложки. Они для плотных покрытий тоже не годятся, потому что они очень тонкие, очень хлипенькие, и плотные покрытия тоже будут трескаться. Но обычные, типа крем-чиза на масле, пожалуйста. С подложками разобрались, теперь переходим к самой тортозаготовке. Торт очень важно собрать заранее, желательно в кольце, чтобы он простоял в холодильнике минимум 6-8 часов, лучше ночь, чтобы он хорошо отстоялся, чтобы крем стабилизировался. И желательно даже, кстати, положить сверху небольшой груз, чтобы торт уже принял финальную геометрию. Также очень важно хорошо пропитывать бисквиты. Ну, во-первых, с влажными, а не с сухими коржами торт в принципе будет вкуснее, а во-вторых, если коржи будут сухими, они будут тянуть влагу из финишного покрытия, и крем может треснуть. Следующий момент: желательно между тортом и ганашем для выравнивания сделать небольшое тонкое черновое покрытие. Именно не ганашем, а любым другим влажным кремом, например, тем же кремом, с которым вы собирали тортик. Чтобы между самим тортом и ганашем для выравнивания было вот такое тоненькое, влажное, изолирующее покрытие. Все, черновое покрытие готово, отправляем тортик в холодильник и займемся приготовлением самого ганаша. Нам понадобится 200 грамм белого шоколада, желательно использовать именно кондитерский шоколад. У меня это шоколад Сикао, содержание какао-продуктов у него 27%. Шоколад необходимо растопить либо на водяной бане, либо в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз доставая и хорошо перемешивая. Очень важно шоколад не перегреть, иначе он свернется и будет уже непригоден для дальнейшего использования. Все, шоколад растопили. Теперь добавляем к нему 120 грамм сливочного масла. Масло должно быть в комнатной температуре, и очень важно использовать масло хорошего качества с правильным составом, жирность 82%. Масло отправляем к шоколаду и перемешиваем. В теплом шоколаде сливочное масло достаточно быстро растает, и масса станет однородной. Вот что должно получиться в итоге. Теперь, для того, чтобы ганаш побыстрее остыл, я его отправляю в холодильник и каждые 5-7 минут достаю и перемешиваю. Обычно 3-4 таких приема достаточно, чтобы ганаш уже охладился до нужной температуры. Самое главное, не оставляйте его надолго, иначе сверху и по краям он уже схватится и придется его заново растапливать. Примерно 5-7 минут достали, перемешали, еще на 5 минут поставили. В итоге нам необходимо получить примерно вот такую консистенцию. Назовем ее консистенция сметаны. И теперь ганаш необходимо взбить. Я взбиваю на средней скорости. До какой консистенции взбивать тоже есть нюансы. Сейчас я вам покажу несколько вариантов. По мере взбивания ганаш будет немножко светлеть и увеличиваться в объеме. Ганаш можно окрасить в любой цвет, используя жирорастворимые красители. Он имеет немножко желтоватый оттенок, поэтому если вам нужен белый крем, добавляйте, соответственно, белый краситель.
До какой степени взбивать? Покажу вам два варианта. Первый это вот такой недовзбитый ганаш. Он немножко желтоватый, немножко жидковатый, но с таким ганашем достаточно удобно работать. И второй вариант это вот такой уже хорошо взбитый ганаш. По мере взбивания он еще больше посветлел, он стал более плотным, более воздушным. С таким ганашем тоже можно работать. В принципе, вот обратите внимание, его дополнительно можно даже не выбеливать, потому что у него такой практически уже нет желтоватого оттенка. Но есть несколько минусов. Во-первых, из-за того, что он более взбитый, в нем больше пузырьков воздуха, соответственно, его немножко сложнее выравнивать. И плюс, так как ганаш этот более плотный, сильнее взбитый, он быстрее стабилизируется на холодном торте. Поэтому с ним нужно прям максимально быстро работать. С вот таким недовзбитым ганашем работать проще. Вы можете попробовать и тот вариант и выбрать уже для себя наиболее приемлемый. Итак, торт хорошо охлажден. Ганаш перекладываем в консервский мешок, отрезаем небольшой носик. Желательно использовать именно консервский мешок. Таким образом, покрытие по всему торту у вас будет равномерным. Отсаживаем ганаш для начала только на боковую поверхность торта. Верх торта пока не трогаем. И с помощью широкого шпателя выравниваем. Здесь в принципе нет никаких секретов, все как обычно, как и при выравнивании торта любым другим кремом. Снимаете все лишнее шпателем, где нужно добавляете немножечко крема, выравниваете и так до достижения нужного результата. Единственное помните, на хорошо охлажденном торте ганаш достаточно быстро схватывается, поэтому не медлите, работайте быстро. Оставшийся крем выкладываем на верх торта, но не весь крем. Обязательно оставляйте небольшое количество, чуть больше столовой ложки. Чуть позже я вам расскажу, зачем нам нужен этот стратегический запас. И, собственно говоря, продолжаем выравнивать. Кстати, крема по указанной рецептуре достаточно для выравнивания торта диаметром 18 см и высотой примерно 9 см. Если у вас торт больше или выше, соответственно, количество крема увеличивайте. Оптимальная толщина покрытия примерно 5-6 мм. Далее выровненный торт убираем в холодильник. И очень важно хранить его в холодильнике в коробке. Если нет коробки, придумывайте что-то. Накрывайте перевернутой кастрюлей, либо чем-то еще. Если в холодильнике сухо, торт тоже может потрескаться. И для того, чтобы добиться супер гладкого покрытия торта, после того, как крем уже немножко схватится в холодильнике, берем металлический шпатель, нагреваем его либо в горячей воде и насухо вытираем, либо феном можно нагревать, и горячим шпателем проходимся и по боковой поверхности, и по верхней поверхности торта. И таким способом торт можно выровнять прям идеально. Особенно это актуально, если в дальнейшем покрывать торт шоколадным велюром. После выравнивания торт должен провести в холодильнике несколько часов, чтобы ганаш полностью стабилизировался, после чего его можно украшать. Можно использовать шоколадный декор, вафельный декор из изомальта, можно рисовать на этом покрытии, можно использовать мастичный декор, покрывать этот торт шоколадным велюром и так далее. Вариаций здесь очень много. После охлаждения ганаш получается достаточно плотным, но в то же время он легко режется ножом, он хорошо переносит жару и транспортировку. И на данном этапе я хочу вам показать, что же делать, если все-таки вы достали торт из холодильника, а на нем трещина. Значит, я вот имитировала ее с помощью ножа. Берем тот же нож, либо узкий мастихин, отступаем от начала трещины примерно пару сантиметров и снимаем крем вдоль всей трещины, практически до самого торта. Далее берем тот ганаш, который у нас остался, небольшое количество, но заранее его достаньте из холодильника, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Хорошенечко разминаем, согреваем его в руках и заполняем им трещину. И замазываем, как будто бы зашпаклевываем трещину на стене. Все лишнее убираем, если не получилось с первого раза, процедуру повторяем и в дальнейшем точно так же с помощью горячего шпателя все это хорошенечко выравниваем. Обратите внимание, вот то место, где была трещина, и ее практически уже незаметно. Но если вы будете следовать всем рекомендациям из этого видео, то никаких трещин у вас и не будет. Кстати, вот таким образом я украсила этот тортик, покрыла его шоколадным велюром серого цвета, украсила серыми шарами, добавила брызги из серебристого кондурина и украшения из съедобного серебра.
Ссылочки на все необходимое, как всегда, я оставлю в описании под видео. И вот еще один вариант тортика. Это пол тортика на полгодика. Видео есть на канале у меня, ссылочку оставлю. Здесь я использовала точно такой же ганаш, только покрыла торт белым шоколадным велюром и добавила золотые украшения. Надеюсь, что видео будет вам полезным. Пишите комментарии. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.